Приветствую, друзья! Хорошие динамики сейчас уже большая редкость. Для того, чтобы избавиться от отражений, подчеркнуть эффект присутствия и максимально усилить разрешение, в наушниках TIN Hi-Fi T7 пришлось использовать систему из магнитов Tesla, позолоченную мембрану и акустическую камеру с двумя изгибами. Получилось чисто, объемно и довольно-таки интересно. О них сегодня и поговорим. Поехали! Упаковка модели сделана в фирменном стиле TIN Hi-Fi с внутренней частью цвета металлик и интересным таким замочком на магнитике. В комплекте шла документация, плотный черный бокс с ремешком, пенки, запасные сеточки в звуковод и два набора простеньких силиконовых амбушюр. Кабель смотрится солидно, он плотный, витой, со штекерами сразу на 3,5 и 4,4 мм джек, MMCX коннекторами и сопротивлением на каждый из жил всего по 0,08 Ома. Лучше, как говорится, и не придумаешь. Чашечки сделаны из металла с позолоченным звуководом, отверстием для компенсации 10-мм драйвера и очень мелкой сеточкой. Внешняя же часть выполнена из настоящего черного дерева, что и смотрится богато и эстетически приятно. По габаритам они компактные, да и с посадкой полный порядок. Вот так, друзья, это все и выглядит. На измерениях у нас стандартный по скорости затухания импульс, незначительные расхождения между каналами и искажения в пике, достигающие всего 0,3%, что просто чудесно. Фаза правильная, а водопады на 30 и 60 дБ вы можете изучить на соответствующих графиках. По АЧХ низкие частоты приподняты на 11 дБ, аналогичной амплитуды выделения области разборчивости, акцент на имитации ушной раковины, еще один на псевдодетализации и чуть притушенные, но довольно протяженные высокие частоты. Как видите, настройка здесь чуть менее экспрессивная, чем у BGP Feather, но все равно куда ярче EPS P50. Достойно, хотя и не идеально. На слух действительно есть ощущение присутствия, отличный контроль и хорошо очерченная сцена. Звучит модель насыщенно, очень выразительно, но с заметным таким смещением баланса в сторону высоких частот, отчего низ середины существенно оттеняется его верхней частью. Да, это повышает скоростные характеристики, улучшает прорисовку, разделение и ощущение динамики, однако и привносит так называемый эффект V-образности АЧХ. Впрочем, образы у нас полновесные, насыщенные, отличное разрешение, текстуры, хорошо выражена мелодическая составляющая и чуть ли не идеально переданы эмоции. Бас глубокий, собранный, с четким ударом. Серединка слегка ярчит и добавляет агрессии, но самую малость, то есть все в пределах нормы. Где-то через 15-20 минут их использования слух адаптируется и уже кажется, что все здесь прямо идеально. Тем более, что голоса звучат чуть резче и лучше артикулированы, чем на других моделях. Подача здесь действительно яркая, музыкальная и очень драйвовая. У тембров есть глубина и объем, приличное разрешение, причем без перешарпа и ощущения искусственности, аналоговая теплота, певучесть и та самая располагающая к себе магнетичность. Верха гармонично накладываются на верхнюю середину, то есть без сибилитивных призвуков, жесткости или хоть какой-нибудь грязи.
Звучит это открыто, напористо, добавляет эдакий флер инструментам средних частот и обогащает грув перкуссионными призвуками. На их фоне вот только вышедшие 7 Гц Timeless 2 кажутся какими-то плоскими, но более сбалансированными, а FSP-50 слишком нейтральными и строгими по своему характеру. Однако, как ни крути, а то, что в героях обзора используется один единственный полнодиапазонный динамик, довольно-таки заметно. Звучание просто гениально согласовано и очень натурально. Да, со сдвигом акустических акцентов, но само полотно ощущается цельным, а образы живыми и насыщенными. Из стилистики им лучше подойдет рок-музыка, все тяжелое, агрессивное, требовательное к прорисовке текстур, высокой динамики и явно выраженной вокальной части. Хороши они и для всевозможных танцевальных жанров, текстурной электроники, кое-чего из академического и, конечно, для инструментальной музыки. Особое усиление им точно не нужно, да и вообще они не требовательны к источнику, а значит прилично заиграют даже от аналогового выхода вашего смартфона или ноутбука. APVOX Grid тоже дают легкое смещение баланса, но там оно прямо еле заметно. У Tune Hi-Fi повыше разрешение, четкость и атака, да и вообще они гораздо строже и напористее, чем APVOX. Ну а последние, в свою очередь, показывают класс по комфорту, мелодичности и степени погружения в материал. Backways Frost чуть глуше на самых верхах, но массивнее внизу и на нижней середине и куда лучше сбалансированы. В T7 намного больше воздуха, протяженнее и более разборчивые высокие частоты и еще выше проработка текстур. Да, звучат Frost жирнее, но с точки зрения общей презентации герой обзора гораздо увереннее и дороже. Итогом наушники Tune Hi-Fi T7 радуют глаз натуральным узором черного дерева, имеют сверхнизкие искажения, неплохую настройку АЧХ и максимально протяженное, подробное и очень выразительное звучание. С хорошо очерченными границами, высокими скоростными показателями, динамикой и просто потрясающей передачей эмоций. Да, баланс чуть сдвинут в сторону высоких частот, но к этому быстро привыкаешь. В остальном же все просто превосходно. Чисто, технично, с приятным слуху аналоговым смягчением и просто поразительным вниманием к деталям. По жанрам они почти универсальны. Сцена реалистично строится в глубину, четкий и довольно упругий бас и тарелочки с колокольчиками в качестве перкуссионных узоров. Неплохая модель, с особенностями, конечно, но очень музыкальная и максимально подробная. Мне понравилось. А у меня на этом все. Это были наушники Tune Hi-Fi T7. Не забывайте про группы ВКонтакте и Телеграме, на которые стоит подписаться. Всем, друзья, добра!